Всем привет! Ну что ж, задача американского ЕГЭ. Дан треугольник АБС. На стороне АС построена полуокружность, которая пересекает стороны треугольника в точках К и М. И вот оказалось, что дуга КМ содержит 80 градусов. Ну и требуется найти величину угла Б, который я обозначил альфа. Попробуйте решить эту задачу. Я решу ее очень просто, в один шаг буквально. Но вначале хочу обратиться к тем зрителям, у которых плохо работает YouTube на канале Яндекс.Дзен. Есть у нас параллельный канал, он называется «Наглядная геометрия», там 7000 подписчиков. И я выкладываю те же ролики, иногда с другими способами решения. Там есть, конечно, определенная проблемка. Сейчас Дзен запретил выкладывать бесплатно чертежи решений в комментариях, что создает определенные трудности, и иногда происходит залипание роликов. Вот идет ролик 1700 просмотров, 1300, 2300, а потом вдруг 400. А потом снова идет 2000, 1500, 1500. Вот такая странная история, поэтому я иногда прошу зрителей Ютуба, зайти, может быть, посмотреть, добавить комментарий какой-то, есть там другой способ решения. Ну, а мы приступаем к решению нашей задачи. Итак, я напомню, что дано треугольничек АБС, полуокружность с центром в точке О, это КМ дуга, и она составляет 80 градусов. Требуется найти величину угла Б. Есть кто забыл. Я решу задачу практически мгновенно. Я понимаю, что вы проведете радиус ОМК, рассмотрите равнобедренные треугольники, инвариант по сумме. Я все это знаю, поэтому не надо писать, что профессор там намудрил, перемудрил. Вот, посмотрите, какая есть теорема. Есть углы в окружности. Есть угол между пересекающимися хордами, он равен полусумме градусных мер дуг, заключенных внутри данного ему вертикального углов. А есть угол между секущими, вот он, альфа, и он равен полуразности градусных мер дуг, заключенных внутри угла. Это очень полезная теоремка. Посмотрите, как я нашу задачу решу устно при помощи этой теоремы. Вот гамма. Все, советую ее запомнить тем, кто собирается сдавать экзамены в 9 либо в 11 классе. Я дострою нашу полуокружность до окружности. Бабах. И что получилось? Получается, что мой угол Б – это угол между секущими БА и БС. И он равен полуразности градусных мер дуг, заключенных внутри угла. А какие здесь дуги заключены внутри угла? Дуга КМ, которая дана и равна 80 градусам, и дуга АС, нижняя, скажем, которая является полуокружностью. И сколько же она содержит градусов? Конечно, это полуокружность, нижняя дуга АС содержит 180 градусов. Тогда просто по нашей теоремке, если я обозначу этот угол альфа, как на превью, хотя лучше бета, я скажу, что этот угол альфа равен полуразности градусных мер дуг, заключенных внутри угла 180 и 80. Ответ 1/2 от 100 – это 50 градусов. А теперь присылайте свои замечательные решения. Ответ у меня 50. И я рад видеть буду ваши комментарии. Напишите пока, нужно ли мне попробовать шортс, выкладывать ролики на ютубе. Не знаю, у меня хочется поэкспериментировать, но вот мне важно ваше мнение. Пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.